В жизни каждого айдола есть сцена, где свет ярче, чем глаза могут выдержать. Аплодисменты гремят, но за кулисами тишина, в которой прячется усталость, боль и иногда одиночество. GOT7 – группа, где 7 парней прошли путь от мечты до реальности. Они смеялись, плакали, падали и снова вставали. Сегодня мы вспомним не просто звезд, а людей, чьи сердца били в одном ритме. Но за улыбками, которые мы видели на сцене, скрывалось гораздо больше. JB – лидер, который устал быть сильным. Он всегда стоял впереди. Сильный голос. Уверенный взгляд. Лидер группы, который должен был держать всех, даже когда самому хотелось упасть. Когда JB только мечтал о сцене, он не знал, сколько боли прячется за словом «слава». Он родился в январе 1994 года в городе Каян. С детства мечтал стать артистом, и когда судьба привела его в агентство, все казалось сказкой. Но реальность оказалась куда сложнее. Он был не просто айдолом. Он стал тем, кто держит баланс, когда вокруг шум, споры, усталость и слезы. Он не показывал слабость. Всегда улыбался, даже когда внутри было пусто. Но однажды эта маска дала трещину. В интервью он признался, что долгие годы боролся с депрессией и тревогой. Что лечился. Что принимал лекарства, потому что не справлялся один. Он сказал: «Иногда я просто не мог встать с кровати». И миллионы фанатов тогда впервые увидели не идеального лидера, а человека, которому тоже больно. После ухода из агентства он будто вдохнул заново. Создал собственную музыку, где нет фальши. Каждая песня стала признанием, не в любви, а в усталости, в честности, в настоящем «я». Он перестал быть просто JB. Он стал самим собой, человеком, который не боится сказать: «Я живу, но я тоже чувствую боль». Сейчас он пишет, поет и улыбается уже по-другому. Не ради камеры, не ради идеала, а ради тех, кто однажды тоже чувствовал себя разбитым. И, может быть, именно в этом его сила. Не в том, что он всегда был лидером, а в том, что он однажды позволил себе быть человеком. Марк. Возвращение домой. Он всегда был самым тихим. Не спорил, не кричал, не стремился быть в центре внимания. Но когда выходил на сцену, мир замирал. Марк родился в Лос-Анджелесе в сентябре 1993 года. Его путь к Корее начался не ради славы, а ради мечты. Мальчик, выросший за океаном, однажды оказался в стране, где никто не говорил на его языке. Он учился улыбаться, даже когда не понимал слов. Дебют с группой стал для него новым рождением. Он стал рэпером, певцом, танцором. Но между светом софитов и холодом гостиничных номеров всегда оставалось место для тишины. Тишины, в которой он слушал самого себя. Когда группа завершила контракт, он первым вернулся домой, в Америку. И тогда начался самый честный период его жизни. Без ярких костюмов. Без масок. Он стал просто Марком. В интервью он говорил: «Я хотел найти себя заново. Не идола, не сцену, а настоящего меня». Он начал писать песни, где каждое слово будто рана. Про одиночество, про страх потеряться, про боль, которая приходит, когда все аплодисменты стихают. Его первый альбом стал тихим криком. Без громких заявлений, без показной драмы. Просто искренность,
редкая, почти хрупкая. Он признавался, что долго не мог смотреть людям в глаза, потому что чувствовал себя пустым. Но именно эта пустота однажды наполнилась смыслом. Марк научился быть дома не в стране, а в самом себе. Теперь он улыбается мягче. Его голос стал глубже. Он все еще тот же парень, который когда-то стоял на сцене рядом с другими. Но теперь он наконец понял, кто он без них. Джексон – сила, которая однажды упала. Он всегда казался непобедимым. Яркий, энергичный. Тот, кто всегда улыбался и поднимал настроение даже тогда, когда сам едва держался. Джексон родился в Гонконге в марте 1994 года. Его детство было связано со спортом, фехтование, тренировки, медали. Он вырос в семье спортсменов и с детства привык к дисциплине. Но однажды выбрал не спорт, а сцену. В Корее он стал одним из самых узнаваемых участников группы. Смех, шутки, энергия. Он был душой Джози. Но за кулисами все было не так весело. С годами популярность выросла, но вместе с ней пришла усталость. Джексон работал без отдыха, путешествовал между странами, выпускал сольные песни, создавал собственный бренд. Казалось, он успевает все. Но однажды он признался: «Я сломался». Он рассказал, что жил в постоянной тревоге, что не чувствовал радости, что каждый день просыпался с мыслью: «Зачем все это?». Он говорил о депрессии открыто, не скрываясь за маской знаменитости. Фанаты услышали в его голосе не артиста, а человека, который борется с самим собой. В тот период он сказал: «Я больше не чувствую вдохновения. Я просто существую». Эти слова стали шоком. Но потом он вернулся, уже другим. Не прежним клоуном, не машиной для сцен, а настоящим собой. Его новая музыка стала темнее, глубже. Он больше не пытался понравиться всем. Он стал тем, кто говорит правду, даже если она больная. Он понял, сила не в том, чтобы всегда быть счастливым. Сила в том, чтобы признать, что ты устал, и все же идти дальше. Сегодня Джексон снова улыбается. Но теперь его улыбка не ради камер. Она – знак того, что он выжил. Что прошел через шторм и остался человеком. Джиньон между сценой и экраном. Он никогда не стремился быть громким. Он не бросал слова на ветер. Когда другие сияли, он просто стоял рядом, уверенно, тихо, с достоинством. Пак Джиньон родился в сентябре 1994 года в городе Чинвон. С самого детства он мечтал о сцене, но не ради славы. Он хотел выражать себя танцем, музыкой, словами. И, когда стал частью группы, его путь только начинался. Он не был тем, кто говорит громко. Он был тем, кто действует. На концертах точен в каждом движении. В интервью вежлив, честен и сдержан. Он был тем, кого уважают молча. Но у него всегда была другая мечта – актерство. Он снимался в дорамах, играл роли, которые требовали не силы, а души. И каждый раз, когда камера ловила его взгляд, зрители видели не айдола, а человека с историей. Жизнь не всегда давала ему легкие сцены. Иногда приходилось терпеть критику, иногда молчание. Но он шел дальше, без лишних слов, без жалоб. Когда настало время идти в армию,
он не делал из этого шоу. Он просто ушел. Тихо. Как всегда. Прошел службу, а потом вернулся, словно ничего не случилось. Но тот, кто смотрел внимательнее, заметил, он стал другим. Более зрелым. Более спокойным. Более настоящим. Джиньон редко говорит о личном. Он не обсуждает любовь, не делится болью. Он считает, что чувство – это не для публики. Но в каждом его взгляде, в каждом кадре дорамы есть намек на то, что он чувствовал все это сам. Он человек, который не нуждается в громких словах, чтобы быть значимым. Он не ищет признания, потому что знает, настоящая сила не кричит. Она просто есть. Йонджи – голос, который болел. Он всегда пел так, будто каждая нота – это крик сердца. Сцена для него была не просто местом. Это было дыхание. И когда он пел, даже те, кто не понимал слов, чувствовали каждую эмоцию. Чхве Йонджи родился в сентябре 1996 года в городе Макпхо. Он не мечтал стать звездой. Он просто любил петь. И судьба услышала его голос. Когда он попал в группу, многие говорили «слишком тихий», «слишком скромный». Но уже после первого выступления стало ясно, его сила не в словах, а в звуке. Голос Йонджи стал душой группы. Он вытягивал ноты, словно проживал их заново. Но за этой силой скрывалась боль. Во время гастролей он часто страдал от боли в спине. Были дни, когда он не мог стоять прямо, но все равно выходил на сцену. Он улыбался, шутил, делал вид, что все в порядке. Но за кулисами часто сидел, уткнувшись в стены, потому что тело не выдерживало. Несколько раз врачи запрещали ему выступать. Он лежал в больнице, а фанаты волновались, не зная, насколько все серьезно. Но он всегда возвращался. Не ради славы. Ради музыки. Он говорил, когда я пою, я забываю обо всем. И, может быть, именно это спасало его. Песня становилась лекарством, а сцена – домом, где боль теряла смысл. С годами Йонджи стал сильнее. Не только голосом, но и сердцем. Он научился говорить о своих слабостях и смеяться над тем, что когда-то пугало. Он стал тем, кто вдохновляет не победами, а честностью. Иногда голос может болеть. Но если он идет из души, он никогда не замолчит. И голос Йонджи тому доказательство. Бэм-бэм – улыбка, за которой прячется шторм. Он всегда сиял. Сцена будто создана для него. Шутки, смех, энергия. Он мог заставить улыбнуться даже тех, кто плакал. Бэм-бэм всегда казался легким, как свет. Но никто не знал, сколько темноты скрывалось за этой улыбкой. Кунпимука Абхувакул родился в мае 1997 года в Бангкоке. Он рос в бедной семье. После смерти отца его мать одна поднимала 4 детей. И именно поэтому Бэм-бэм рано понял, что должен стать сильным. Он мечтал помочь семье, и сцена стала его шансом. Когда он попал в Корею, ему было всего 13. Новая страна, новый язык, бесконечные тренировки и одиночество. Но он не сдавался. Он знал, ради кого делает это. В группе он стал тем, кто приносил радость. Его юмор, искренность,
легкость – все это делало его любимцем фанатов. Но в 2024 году он впервые показал другую сторону. Он признался, что долго боролся с тревогой, бессонницей и чувством пустоты. Он сказал: «Иногда я улыбаюсь, но внутри ничего нет». Эти слова потрясли фанатов. Многие поняли, даже тот, кто дарит радость, может быть сломан внутри. После этого он взял короткую паузу. Сказал, что хочет побыть наедине с собой и научиться снова дышать. Но он вернулся. С новыми силами, новыми песнями и тем же светом в глазах. Теперь его улыбка стала другой. Не маской, а выбором. Он часто говорит, что не хочет, чтобы кто-то проходил через то, что пережил он. Поэтому теперь его сцена – это не просто музыка. Это место, где он делится добротой, которую когда-то сам искал. Иногда за самой громкой улыбкой прячется шторм. Но Бэм Бэм доказал, даже шторм может стать светом, если не бояться быть собой. Югом – самый младший, который стал опорой. Он всегда был младшим. Тем, кого все защищали. Тем, кто улыбался, когда старшие уставали. Но со временем именно он стал тем, кто поддерживал других. Ким Югём родился в ноябре 1997 года в городе Наминджу. Он попал в агентство еще подростком, мечтал танцевать, просто быть на сцене. Его движения были легкими, но за ними стояли годы труда. Он не жаловался, не спорил. Просто работал. Когда группа начала набирать популярность, Югём все еще оставался тем самым малышом. Но годы пролетели быстро. И вдруг он стал взрослым, который знает, что такое усталость, что такое ответственность. После ухода из агентства он долго искал себя. Он говорил, что чувствовал пустоту, что впервые за много лет не понимал, кто он без сцены и без группы. Были дни, когда он думал, что все потеряно. Но потом понял, путь не закончился, просто стал другим. Он начал писать песни. Не для славы, не для хитов, а для души. Музыка стала его разговором с самим собой. Он признавался, что помогал семье, что не всегда хватало сил, но он не мог позволить себе сдаться. С каждым годом его голос становился увереннее, а улыбка спокойнее. Он вырос. Не только как артист, но и как человек, который прошел через сомнения, боль и одиночество и не потерял доброту. Теперь он не просто младший. Он тот, кто умеет слушать, кто поддерживает, когда другим тяжело. И, может быть, именно поэтому он стал настоящей опорой, тихой, но надежной. Он доказал, что возраст не делает человека сильным. Сильным делает сердце. А у Югёма оно огромное. 7 историй. 7 сердец, которые бились в одном ритме. А теперь твоя очередь. Напиши в комментариях, из какой ты страны и кто из участников GOT7 ближе тебе по душе. Посмотрим, откуда на карте мира сегодня звучит любовь к этим 7 парням. Музыка объединяет. Давайте докажем это вместе.